Виктор Геннадьевич, уважаемые коллеги, Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией. Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита. Но всего этого страны Запада стараются не замечать, более того, поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением, боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды вооруженных сил Украины иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской атомной станции. Зная о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, а также готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь Соединенным Штатам Америки. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия, уничтожение экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику. В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим Альянс намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге вблизи наших границ. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуто формирование вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться. Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего братская Республика Беларусь. В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечения военной безопасности союзного государства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводится мероприятие боевого слаживания, соединения воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск. Продолжаем формировать единое оборонное пространство, принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны. Важнейшим координирующим механизмом двустороннего российско-белорусского взаимодействия в военной сфере является совместная коллегия. Сегодня мы обсудим актуальные вопросы сотрудничества наших оборонных ведомств. Уверен, что заседание пройдет в конструктивном ключе.